Всем трейдерам огромный привет, с вами Аркадий Романович. Это быстрое, но в то же время очень важное для вас видео, которое относится к теме построения своей собственной торговой системы. Я покажу на примере еще одной системы, которую написали программисты, разработал я для самого себя, для американской сессии. Это интрадей система, называется Range Trader, когда мы торгуем вокруг некоторых уровней, которые я для себя определил очень важными. И сейчас я вам подробно все раскрою, покажу, расскажу, как это все дело выглядит, покажу сделки, потому что за последние 2 дня удалось заработать столько же, сколько удалось заработать за предыдущую неделю. Я делал видео о том, что у меня были куча ошибок, да, много косячных сделок, но вот эти 2 дня, да, основные торговые, потому что понедельник не торговый день, вторник и среда сегодня получились очень интересными, и я вам покажу, как это все дело выглядит. Но для начала, первое, чтобы самостоятельно создать торговую систему, вам необходима базовая вещь. Это определиться со временем торговли. Вы будете внутри дня торговать, либо вы будете среднесрочно, то есть переносить сделку на следующий день, или там, допустим, день, 2, 3 держать. И на каких таймфреймах это все дело будет происходить. Если дейтрейдер M1, то есть минутный таймфрейм, M5 оптимальный. Если переносить сделку час, 4 часа оптимально. Дальше, следующий момент – это рынки. На каких рынках все это делать будешь? На валютном, либо на фьючерсах, либо на акциях, либо это будет какой-то микс, да, инструментов. Дальше объем средств, потому что для акций это один объем средств, имеется в виду депозит, для валют это другой, для фьючерсов третий. Понятно, что для валют самый низкий порог входа. Это имеется в виду после того, как ты уже протестировал систему. Но это очень важно. Для начала нужно себе давать отчет, да, быть честным с самим собой, реально что ты можешь потянуть для начала. Следующий важный момент – построение системы, с чего я обычно начинаю. Да, после того, как я знаю свое время торговли, мое время торговли с 4 до 7 Москвы, плюс-минус 15-20 минут, я знаю свой таймфрейм, это минутный таймфрейм, и я определяю инструменты, которыми буду торговать. Вот, например, по Range Trader это NASDAQ Futures, это нефть WTI и это евро-доллар. То есть с каждого сегмента, да, можно сказать, мы берем один инструмент валюты евро-доллар, это может быть фунт-доллар, это может быть и евро-доллар, и фунт-доллар. Но если брать с каждого, да, этого, да, как-то сектора, да, какой-то конкретный инструмент, то с валют мы можем взять евро-доллар, с энергетического сектора мы можем взять нефть, с индексов фьючерсов мы можем взять, например, NASDAQ, либо там DAX, либо Dow Jones, либо S&P, неважно, ну, у каждого свои предпочтения. Да? И сюда еще можно добавить золото, я бы с удовольствием это сделал, но по золоту очень широкие спреды, пока я не представляю, как внутри дня торговать, они порой так расширяются сильно, и пока не знаю. Ну, тем не менее, золото сюда тоже хорошо подходит, да, как инструмент, который может разбавить эту компанию, да, драгметалл. То есть мы берем вот эти 4 или там 3 гиганта. Лучше, если они в меньшей степени коррелируют между собой, имеется в виду, постоянно ходят одинаково. Эти инструменты тоже коррелируют между собой, там нефть, евро-доллар и фьючерсный индекс NASDAQ, но тем не менее эта корреляция не так заметна, и ты можешь спокойно торговать, не думая, там, там, этот растет, сейчас этот пойдет, или там, как некоторые отслеживают корреляции, там, ну, это, ты можешь делать это торгуя на 4 часах, на, там, может быть, старших, но внутри дня у тебя нет на это времени, тебе нужно принимать решение прямо сейчас, да, и для этого нужны четкие визуально продиктованные правила. Вот сейчас мы переходим к правилам. То есть это по большому счету все, что нужно для старта. И потом ты уже, зная время, зная таймфрейм, зная актив, начинаешь формировать правила. С чего начинаются все правила трейдера? Все правила трейдера начинаются с уровней. Уровни поддержки и сопротивления. Если в системе кластер трейдер, да, мы можем рисовать уровни с разных таймфреймов, да, мы можем рисовать уровни там, с 15-минутных, часовых, 4-часовых дейли, то в Range Trader все немножко по-другому. В Range Trader нет этих уровней, в Range Trader есть определенный диапазон, который берется за основу, и от этого диапазона откладываются определенные уровни на будущее. Вот если мы с вами посмотрим на фьючерс, точнее не фьючерс, а это WTI нефть, мы увидим как раз, вот у меня есть R, это сопротивление, resistance, у меня есть S, да, вам не видно, если быстро говорю, я отвечу на ваши вопросы, если вдруг сейчас что-то слишком быстро пробегаемся. Вот смотрите, я надеюсь, вам видно. Вот R наверху, где мой курсор, это сопротивление, вот S это поддержка, это основные уровни. И это центр, да, между этими уровнями.
И затем, если рынок пробивает в самом начале, да, моей торговой сессии один из уровней вверх или вниз, я начинаю смотреть в сторону, куда пробили, то есть на продажу, если пробили вниз и если наверх, на покупку. Также могут возникать сигналы вокруг вот этих зон, да, основных S и R. Если мы посмотрим чуть ниже, мы увидим S1, S2, S3. Это уровни открытия сделок и take profit и стоп-лосс, за которыми и на которые можно ставить. То же самое наверху мы видим. Да? То есть у меня есть первая основа уровней. Уровни здесь, получается, выступают не только как точки входа, но и точки выхода, за которыми можно ставить стоп-лосс. То есть у них, ну, по факту, они отметают кучу вопросов, да, где стоп, где выход, где тейк и так далее. То есть здесь сразу решается очень много задач. И они динамичны, они каждый день новые. Но ты не знаешь, какие они будут до начала торговой сессии. Понимаете, да? Поэтому называется range trader, то есть берется определенный диапазон за основу, который на самом деле очень сложно найти оптимальный диапазон. Это требует чудовищного количества времени, чтобы протестировать этот вариант. Я нашел оптимальными для себя, для своей сессии. То есть это только для торговли в американскую сессию. Можно такой же сообразить для торговли в Европу, но я не торгую в Европу, мне интересна американская сессия, поэтому это исключительно, вот видите, они здесь начинаются, здесь заканчиваются. Конечно, мы их можем сейчас еще вправо продлить. Я вам покажу настройки, но тем не менее. То есть первое, с чего вам лучше начать. Вы можете брать разные уровни. Это могут быть Globex. Globex High имеется в виду, если вы торгуете в американскую сессию, максимум, минимум, которые были сформированы с 0,000 ночных, да, торгов до, там, я не знаю, 12 или там 15:00 Москвы. То есть вот эти максимум до начала, до старта американской сессии. Вы можете брать уровни предыдущий, максимум, минимум предыдущего дня, или максимум, минимум предыдущего и предыдущего дня, или максимум, минимум текущего дня. Дальше второй этап построения торговой системы. Мы начинаем работать с сигналами вокруг этих ключевых уровней. Можем ли мы добавить какой-то еще сигнал сюда в плане индикатора, например, да, там RCI, может быть, стохастик, я не знаю, какой-нибудь осциллятор. Можем или нет, и насколько он может быть эффективен здесь. Как мы преимущественно можем работать здесь, на пробой, на отбой, какие тенденции наблюдаются. Да, вот, допустим, у вас есть раз уровень, ну, к примеру, у вас есть два уровня. Как правило, у вас всегда два уровня будет поддержка либо сопротивление. И после того, как вы их нарисовали, вы смотрите, что происходит вокруг ваших уровней. Когда происходит пробой и цена уходит, какой паттерн, какой сигнал. Когда происходит там отбой, какой паттерн, какой сигнал. Могу ли я добавить какой-то фильтр тренда, например, там, я не знаю, куча разных фильтров, как индикаторных фильтров, так и просто зигзагообразное движение, да, новый максимум, новый минимум. Буду ли я использовать старший таймфрейм, буду ли я смотреть, там, если я торгую на минутки, на 15 минутку, либо на дейли. То есть вот такими вопросами нужно задаваться, и так вы без проблем создадите простую торговую систему, потому что, взяв за основу уровни, следующий этап, я подчеркиваю горизонтальные уровни. Да, следующий этап – это отслеживать поведение цены вокруг этих уровней. То есть какие сигналы, паттерны. Можно взять за основу даже базовые паттерны, которые известные, да, там, я не знаю, самые банальные, как свечные паттерны, так и какие-то графические модели. И смотреть, как вот эти паттерны отрабатывают вокруг ваших уровней. Иначе говоря, замечать тенденции. Тенденция – это вот что происходит дальше. Что происходит дальше после того, как пробивается основная зона S, да, и я вижу сигнал на sell. Чаще всего будет движение к зоне S1. Что происходит после того, как цена тестирует зону S1? Если я вижу стрелочный паттерн, пробой максимум паттерна, я покупаю. Если я здесь покупаю, то где мои цели? Мои цели возле этой зоны S. Если же, допустим, здесь пробивается зона, формируется sell сигнал в зоне S1, то где мой ожидаемый take profit? В зоне S2. Если в зоне S2 есть сигнал на покупку, то я покупаю с целью в зоне S1. То есть обратите внимание, как мы можем двигаться вокруг этих сигналов, вокруг этих ключевых уровней. Опять-таки, это могут быть ваши любые уровни. Сейчас я вам показываю свою модель и как это несложно реально сделать. Да? Просто нужна определенная доля вовлеченности, потому что, чтобы мне найти вот этот диапазон, который оптимален будет, потребовалось немало времени, и ты перепробуешь то одно, то другое, то третье, прежде чем ты начнешь это программировать, да, или давать там, писать тех задания для программирования. Ты должен проработать много-много различных отрезков, да, в частности для меня временных, чтобы это работало. Давайте разберем вот этот сигнал. Это сегодняшний трейд, да, классический трейд range, да, для торговли
по уровням Range Trader. Мы пробили уровень S, да или нет, да, абсолютно. Затем мы видим коррекцию к этому уровню стрелочный и затем черный бар. То есть, обратите внимание, сигнал тот же самый из системы Cluster Trader. То есть сигналы радикально не отличаются, есть небольшие там нюансы, мы сейчас дальше будем разбирать. Но тем не менее, у меня есть sell сигнал здесь, первый take profit. Вариант А установить с помощью советника, вот здесь. У меня стоит 1 к 1,5 первый take profit. И дальше начинается трейлинг стоп, но второй take profit я могу смело установить на S1, потому что крайне вероятно, что если рынок дойдет до S1 зоны, вот здесь, он отобьется. И это лучшая точка для взятия второй части позиции. То есть небольшое отличие в риск-менеджменте. Если в системе, например, Cluster Trader мы подразумевали, что сделка, точнее вторая часть позиции, закрывается тогда, когда цена доходит до трейлинг стоп-лосса, здесь мы берем у конкретных уровней, чаще всего, не всегда, чаще да, чем нет, да, у конкретных уровней поддержки сопротивления. И в момент, еще хочу обратить внимание, вот здесь, да, вот сюда, это, наверное, один из классических наших трейдов вообще по любой системе. Это когда мы видим пробой уровня, мы видим коррекцию, мы видим ротацию бар, черный бар, и мы видим тренд-фильтр красный, то есть нисходящий тренд, нисходящий сигнал, стрелочный насыл и пробой поддержки. Вот обратите внимание, как все эти условия, они визуально продиктованы, да, они базовые. Да, мы всю эту информацию видим на графике, начинаем ее аккумулировать, да, и начинаем делать выводы, что это для нас означает, что пробой уровня, коррекция стрелочный, ротация бара, гистограмма красная, sell. Если sell, то где мои стоп-лоссы? За максимумом здесь. Где мои take-профиты? 1 к 1,5. Первый тейк, второй по трейлингу, либо, если это range trader, на уровне поддержки, вот здесь мой take-профит. Затем следующий сигнал, вот здесь мы видим стрелочный, после того, как цена вошла в зону S1, зона поддержки, да, первая зона поддержки, стрелочный и идеально симметричное дно, пробой максимум паттерна, причем мы можем в системе Range Trader покупать даже на правой стороне паттерна по самым лучшим ценам, вот здесь. Да? Об этом мы, возможно, будем говорить еще в новых видео. Соответственно, здесь вход buy. Здесь я немножко, признаюсь, немножко накосячил. Да, здесь я закрылся, да, начал двигать трейлинг слишком близко и вылетел, да, вместо того, чтобы дождаться take profit и не дергать позицию. Но такое бывает, да, у меня тоже происходит. Такие моменты. Мы видим, что рынок дошел до S1, да, предыдущей структуры, то есть зона поддержки, ее пробили слева, она стала сопротивлением. Посмотрите, это уже чуть после моей сессии было, мы видим разворот на вершину. Да, я уже не торговал, это было после 19:00, я закончил, да, вот как раз после этих сделок. Рынок протестировал, да, мы видим стрелочный рост, тот же самый сигнал, что и вот здесь. Это все делает автоматика. Вот здесь, я не знаю, вам видно, сейчас я выделю. Давайте вот так. Вот таким образом. То есть тот же самый сигнал здесь sell, но я не участвовал, кстати, какой моментум. И что интересно, куда рынок пришел? Внимание налево. Смотрите сюда. Там, где у нас уже были сделки. Да? Обратите внимание, как рынок крутится вокруг этих, да, ключевых зон. И посмотрите, как меняется тренд-фильтр. Медвежий рынок. Быки перехватили бычий, и потом снова медвежий. Да, и сейчас борьба продолжается, но уже поздно. Да, по времени. Понимаете, да? То есть я сейчас даже не хочу вам показать, что за какой-то короткий промежуток здесь мы взяли 80 пунктов, здесь мы взяли 30. Это 110 тысяч, 1100 пунктов, и здесь еще добавили, сколько у нас? 1400 практически, 1300 пунктов мы взяли. Это, если мы торгуем, у меня был объем 0,2 лота, это почти 300, да, почти $300, торгуя вот в этот промежуток времени. И то 0,2 лота это небольшой объем. Если один лот у тебя в среднем, да, то получается $1300-1400 баксов, да, за вот этот диапазон. Но это только нефть. Давайте смотреть дальше. Фьючерс на индекс NASDAQ Trader. Я даже здесь сделал пометки, потому что NASDAQ сегодня принес 277 баксов. Это 60% профита прошлой недели, да, потому что прошлой неделе получился такой неровный, с косяками, и вот за эти 2 дня 500, ровно столько, сколько за ту неделю, да, 580.
получилось, понедельник был выходной день. Так вот, первый трейд сегодня по фьючерсу на индекс NASDAQ то же самое, опять же таки, та же базовая установка уровней. Мы начинаем с уровней. Вот мы видим наш диапазон R, сопротивление, S, поддержка, центр. Мы видим, что в самом начале наших торгов цена висела на нашем уровне поддержки. Бум! И вот здесь мы пробили. Как только мы пробили мой уровень поддержки вниз, и еще посмотрите, что делает мой тренд-фильтр здесь. Посмотрите, какого цвета. Медвежайший, если так можно сказать, рынок. Никаких просветов. Отлично, жди первый sell-сигнал. И какой здесь первый sell-сигнал? Посмотрите сюда, белый бар. То есть мы пробили, коррекция, ротация бара, белый, черный бар sell, где ожидать тейк-профитов у S1, первой зоны, вот здесь. Не знаю, вам видно? Поближе, может. Здесь S1, так. S1, первая зона, видимо, цена дошла, первый тейк-профит, да, и второй по трейдингу чуть повыше. И здесь же я купил после теста зоны стрелочного, да, и взял еще 25 пунктов. Затем рынок пробил эту зону поддержки, я не успел прыгнуть и немного не дошел до S2 второй зоны. Потом тоже был сигнал на buy, но слишком агрессивный, да, мы не дошли до S2. Я здесь не входил на покупку, хотя мы видим идеально симметричное RD. RD это разворотное дно. Да, и посмотрите, что потом произошло. Мы видим смену тренда здесь, причем одновременно зеленый тренд-фильтр, одновременно обратный пробой уровня, хотя до этого мы видели тест этого уровня, и просто сумасшедший уже бычий моментум, хотя если посмотреть вот сюда, да, ну очевидно медвежий рынок. Да. Еще один критичнейший момент, на который я хочу обратить ваше внимание, трейдеры, и причина разворота, да, 80-85% случаев, 85 даже процентов случаев, рынки будут разворачиваться, доходя до вот этих экстремальных зон. Это уже другие уровни, это уровни волатильности. Здесь мы совпали, то есть мы подходили к экстремальной зоне S2, это нечастое явление, да, поддержка 2, и мы подходили и тестировали поддержку по волатильности. Вот здесь поддержка 1, поддержка 2, и сейчас мы уже, кстати, недалеко от сопротивления волатильности. В 85% случаев, если рынок сюда приходит, это говорит о том, что он экстремально растянутый, можем выстрел увидеть очень сильный. Что и произошло здесь, да, мы видим, как тренд уже другой, посмотрите, совершенно другой контекст. И задача трейдера быстро распознавать вот эти ситуации, когда меняется состояние рынка. Что происходит, когда тренд разворачивается? Я знаю, что когда тренд разворачивается, мы тестируем экстремальные уровни волатильности. Внутри дня даже. Посмотрите, мы восстановились сегодня практически, я не знаю, на сколько процентов. Хай дня на 70%, и мы уже подошли к MP Midpoint, центр, да, предыдущего диапазона. Смотрите, какой ровный бычий тренд. Здесь мы уже смело можем, если торговать в расширенную сессию, имеется в виду после этого времени, да, мы здесь с вами видим кучу buy-сигналов, ротация бара, ротация. Да. Посмотрите, один день, сумасшедший день просто. И ваша задача как трейдеров брать такие дни трендовые, потому что они делают кассу. 2-4 дня в месяце будут такими. Вопрос, если ты участвуешь, делать деньги, если нет, скорее всего, месяц будет никакой. Потому что в большинстве своем рынок так болтается, ни туда, ни сюда, ни туда, ни сюда. Ты должен быть готов взять такие движения. Очень важно. И вопрос, как твоя система дает тебе, точнее, какое преимущество тебе дает твоя система на разворотах, на продолжении движения, на усилении тренда, в тейк-профитах, да, и так далее. В range trader, да, все проще. Пробили уровень sell, жди первый таргет возле вот этих уровней и стоп-лоссы ставь за этими уровнями. Также круто работают центральные зоны, так называемые midpoint. Это зоны между, то есть 50% между S и S1. Вот здесь мы как раз тестировали практически. Если мы возьмем Fibonacci, чтобы померить 50%, посмотрите, прямо тик в тик, бум, да? Полтинники здорово работают. Вот эти центральные зоны, они очень часто выступают промежуточными такими уровнями поддержки сопротивления. Тоже тенденция, да? Ты так не можешь вот знать это. Ты когда это видишь 1000 раз, да? Ну 1000 еще я не увидел, но достаточно много, да? Ты понимаешь, что лучше работает, как это работает и так далее. Идем дальше. Следующий, да, и здесь мы видим 25, 65, 65, 277 долларов и евро-доллар. Один трейд был по евро, один я пропустил.
Да, один был трейд. Вот здесь мы видим трейд. Это как раз трейд, который относится к не кластер трейдер, а к рейндж трейдер. Посмотрите, сегодня что произошло. Опять то же самое, та же самая установка. Начало моей торговой сессии. Сопротивление, поддержка, центр. Мы видим, вот моя сессия серым выделе началась. Я жду первый тест моей зоны вот здесь. И более агрессивный вариант, без стрелочного сигнала купить сразу. Да, первый таргет 1 к 1,5. Второй таргет был здесь, на зоне сопротивления, но мы видим, что рынок не дошел, и по трейлингу я вышел, мы видим около 100 баксов эта сделка, и потом был еще один трейд, я не успел на него вот здесь. Посмотрите сюда, посмотрите сюда, один в один то, что мы разбирали по WTI и по NASDAQ фьючерсу. Пробили мы вот этот наш уровень, да, коррекция к уровню, да, черный бар, да, тренд-фильтр красный, да. Sell, нажимаешь здесь Sell, стоп уходит за уровень, да, первый тейк профит 1,5, дальше трейлинг, и основной тейк должен быть здесь. Если рынок не доходит, ты все равно выходишь по второй части с профитом, потому что позиция как минимум будет без убытки. Более того, здесь добавлены опции перевода в безубыток. Вот здесь, допустим, в советнике у меня есть, если рынок прошел расстояние стоп-лосса в прибыльную сторону, да, 1 к 1, то можно перевести в сделку без убыток и дальше ждать, что будет происходить. То есть здесь масса вариантов, как мы можем работать с позицией, имея какую-то основу, что-то твердое, да, в данном случае уровень. Посмотрите, потом мы откатили, снова тест, midpoint центра, снова стрелочный, бум, откатили. Казалось бы, небольшое расстояние, но если ты меришь свой стоп и видишь 6 пунктов, минимум мы прошли 1 к 1 здесь. Даже вот в таких мелких ситуациях. И посмотрите, где рынок взял паузу. Вот здесь. Посмотрите, если мы возьмем отсюда сюда, midpoint 50%. То есть мы протестили полтинник и реакция от полтинника. То есть представляете, насколько, да, вот эти базовые вещи, да, могут быть эффективны, и я призываю вас использовать простые визуально продиктованные сигналы, чтобы у себя в голове вот эту последовательность сформировать. Да? Я вижу этот уровень, то есть информация, которую вы можете как-то в дальнейшем потом использовать, проверить ее, потому что вот, например, уровни range трейда, да, мы можем перейти на любой другой отрезок времени. Кстати, я вам не говорю. У меня же еще сделки были. Вчера я совсем забыл трейдеры. Смотрите сюда. Смотрите, те же самые, и даже не будем зацикливаться здесь, те же самые трейды, хотя я с опозданием входил, да, потому что еще мне нужно там день, два, три, чтобы все это дело уже активнее на реале торговать, так как я сейчас это делаю, но все равно, да, когда что-то новое твой глаз видит, все равно на какой-то там неделе, две, ну, зависит от твоего опыта, нужно адаптироваться, да, хотя я на тестировании прогонял это очень много, но это все равно недостаточно, реальный график отличается. Да. И вот здесь мы видим то же самое, это вчерашний день, пробой уровня на открытии, те же уровни, R, S, midpoint, причем, что интересно, посмотрите сюда, вот мое открытие торгов, вот я прихожу на рынок, уровни к этому времени уже будут. Да. И посмотрите, мы тестим центр, мой midpoint, здесь нет сигнала, хотя можно быть агрессором селить. Да. И затем мы видим пробой вот этого S, это зона поддержки, потом коррекция, какой бар белый, потом черный, какой тренд-фильтр, красный sell. И мы видим, что мы видим? Мы видим вот здесь вход. Ну, то есть я очень поздно вошел, протупил немножко, да? То есть, по идее, вход здесь, тейк вокруг вот этой S поддержки S1, потом видим стрелочный, мы отбились, немного не дошли до этой зоны, потом снова пришли к этой поддержке, снова отбились примерно на полтинник, то есть, опять же таки, вся пляска вокруг 50% здесь, да? Midpoint, да? Центр диапазона, потом мы протестировали, здесь был паттон, у меня не отображен, потому что я еще не все обновил здесь. Да? Мы пробили паттон, мы пробили S1 поддержку и бум, тут же куда? К S2 зоне. Да? 28.51. Таргет здесь, да, абсолютно чистый трейд. И потом мы видим на S2, мы тикнули S2, и мы видим стрелочный, и потом мы отбились и пришли куда? К зоне S1. И потом мы, отбившись от зоны S1, повалились дальше. Опять же таки, это не говорит о том, что не бывает ситуации, когда, допустим, ничего не происходит. То есть пробили, дальше движения нет. Бесспорно нужен волатильный рынок, но это дает тебе преимущество как раз тогда, когда оно тебе нужно.
когда усиливается тренд, когда можно ставить большие тейк-профиты. Понятно, что если рынок деструктивный, давайте найдем пример, а то вы сейчас скажете, вот выбрал. Нет, это понедельник, но понедельник торгов не было. Давайте найдем сессию, где вообще была белиберда. Вот, например. Хотя и здесь вы увидите реакции, это пятница. Вот открытие торгов, вот начинаются торги. Первый тест моей зоны, да? Вот, ну, начиная с момента открытия начала моих торгов. Первый тест зоны, бум, как пушка обвалились куда? К центру, к MP, то есть мы отбились от R сопротивления, resistance, к MP. Что мы видим возле MP, midpoint? Еще раз, я не пытаюсь вас вызвать вот этот дикую жадность с точки зрения знаний, новой информации, блин, как это получить, да, там, нет, это для себя я сделал, да, ну, конечно, для тех трейдеров, которые являются участниками сообщества, мы можем что-то интересное придумать на этот счет, но сейчас основная цель того, что я вам это демонстрирую, как это, настропалить вас или настроить вас на вот этот системный лад и зарядить вас энергией, чтобы вы самостоятельно начинали шевелиться. В том смысле, чтобы взять что-то за основу, выбрать конкретный таймфрейм, конкретный инструмент и начать работать. Это, чтобы создать систему реально, сутки нужны, максимум 2 суток, даже создать систему, создать правила, потому что систему ты же должен время на тестирование, моделирование, это много занимает времени, но быстро набросать правила вовлечения выше крыши, тебе 2 часа в день, 3 часа в день, хватит. Вот мы с вами можем сесть, набросать. Да, вообще легко. И просто надо будет уже работать, моделировать самостоятельно. Понятно, очень важно, трейдеры, очень важно. Давайте еще пару дней посмотрим. Предыдущие дни. Вот, например, мы здесь видим с вами. Вот открытие моей сессии, пробили, бум, но дошли мы до моей вот этой основной зоны? Нет, но куда мы дошли? Давайте проверим. Midpoint, центр диапазона. Как ни странно, да, казалось бы, почему так происходит. То есть вот это точки, где мы ожидаем какую-то реакцию. Да, и мы можем здесь, допустим, перевести без убыток на случай разворота. Или здесь мы можем подстраховать свою позицию, там закрыть первую часть. Затем мы видим, рынок начинает снижаться, пробивает, корректируется. И снова мы видим наши ротации пары и остановку возле S1. Потом тест, отбой, пробой, возврат. Посмотрите, сколько price action мы наблюдаем. Понятно, что если рынок бестрендовый либо деструктивный, какая-то болтанка здесь может быть определенно, да, но в вот таких размашистых графиках вы это не увидите. Да. Вы увидите достаточно четкое соблюдение вот этих параметров. Пробиваем, тест. Подошли, пробили, ретест, R1, R2. Да, то есть это уровни, которые вы нигде не найдете, это уровни, которые из моей головы пришли, да, и из моих наблюдений. Они очень простые, да, но уровни, которые я нашел рабочими, да, потому что задача стояла создать еще дополнительный агрегат, который бы решал одну интересную задачу. И эта задача рациональный take profit, вот как я это называю, потому что например, ты когда ставишь 1,5, ну это неплохо, да, там, или 1 к 1 take profit ставишь постоянно, или там 1 к 3, это круто. Но где рациональное зерно в этом? Да, потому что порой ты ставишь короткий там 1,5, а рынок походит 1 к 3, 1 к 4. Как увеличить КПД первого take-профита или КПД обоих take-профитов и при этом вероятность высокой отработки сохранить. Да, и вот это как раз ответ на вопрос, как это сделать. С помощью исследования, моделирования, да, ты приходишь к этому. И пока ты это моделируешь, ты постепенно обрастаешь мясом, в том смысле, что ты получаешь уверенность, когда начинаешь исполнять. Начинаешь узнавать свои сигналы, свои комбинации, работать. Ну как мало трейдеров? Даже у нас есть, таких трейдеров у нас совсем мало, но бывает, люди приходят такие и как бы ничего не делают, то есть они заказывают систему, да, но ничего не делают дальше, то есть ждут, когда система сама начнет генерить бабки. В подавляющем большинстве случаев у таких трейдеров выходит так, что система сделала там, условно, $10 000, трейдер сделал минус $5 000. Почему? Потому что он не потратил время на исследование этих сигналов. Для себя, на каком таймфрейме, на каком активе, на каком инструменте это работает. Вот это самый главный момент. Короче, если видео было полезным, интересным, ставьте лайки, оставляйте комментарии, какие-то вопросы, не стесняйтесь задавать.